Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Давно не выходил на связь, давно не вылаживал ролики. Как говорится, то дофига, то нифига. Вышел я из строя на 1,5-2 недели. Умудрился на лестнице. Нога соскочила и полетел вперед с первой ступеньки. Руку вперед выставил. Как завернула мне эту руку, я думал, сломал ключицу или еще что-то. В итоге перелома не почувствовал, к врачу не пошел. Первое время рука вообще не действовала, рядом висела, так изредка там. Кисть не потеряла работоспособность, в остальном болит. День ото дня все лучше и лучше, так что решил я все-таки заняться картошкой, так что ничего не мог делать. Ладно бы, если пьяный был бы, хоть не так обидно. Трезвый, домой возвращался после работы. Так что аккуратно, даже на лестнице можно, жизни лишиться. А если бы, сломал ключицу, так и до зимы. В прошлом видео я не полностью дал информацию по поводу обкатки. Информация заключается в том, что я просто показал, что я вывешивал мотоблок на колодке, и все на это. Естественно, нет, это как дополнение было. Много было комментариев по поводу, что так нельзя, что так не делается. И я не отрицаю. Конечно, если есть возможность, если у вас есть время, если у вас хотя бы есть прицеп, сядьте на мотоблок, да, катайте, накручивайте круги. У меня такой возможности не было. Я строю дом. Максимально быстро надо было подходить к зиме. Хотелось побольше выложить, сделать работу, чтобы на следующий год было меньше. И как дополнение вывешивание мотоблока на колодке я не считаю чем-то ненормальным, плохим, ненужным. Почему бы и нет? В любом случае шестерни находятся под минимальной нагрузкой, но они находятся под нагрузкой, они крутят шины. Но не основной способ обкатывать мотоблок, обкатывать коробку и обкатывать двигатель. Если есть возможность, повторюсь, садитесь на мотоблок и езжайте. Езжайте, пока не напалите, примерно 50 часов, либо 65 литров. И второй момент. Люди пишут, что либо вообще не надо обкатывать, но это тоже глупость. Если вообще не обкатывать, это не есть хорошо. Либо указывают на то, что нигде об этом не написано. Как есть пожилой зритель, которому 70 лет, как он написал в комментарии, и он уже видел все и знает все, и хочет этим, видно, сильно поделиться. Современная техника не требует обкатки, нужен щадящий режим. Это прошлый век, вы занимаетесь чепухой, и других вводите в заблуждение. Я пишу ему: читайте инструкцию. Прошло какое-то время, день, два, три, отвечает: в инструкции вообще отсутствует пункт по обкатке мотоблока. Я такого еще не видел. Ставить на колодки механизмы на мотоблоке должны обкатываться под нагрузкой. А по поводу пунктов инструкции, открываем в электронном виде. Техническое описание инструкции по эксплуатации. Пункт 6.6. Даже в пункте 6.6 написано: новый мотоблок перед началом эксплуатации должен быть обкатан в течение 50 часов. Обкатку обязательно проводите под неполной нагрузкой. Но если есть возможность производить такую обкатку, конечно, обкатывается. Технические условия, пункт 9. Обращаемся: по окончании обкатки, в скобках, после 50 часов работы или из расходования 65 литров бензина выполните следующие работы. А помойте, и все дальше. Все. Я обкатывал так. Была возможность. Было время, я катался на нем. Достаточно много проехал, километров 5-6, наверное. И в дополнение к этому я также выставлял на колодке. Не нравится вам такой способ? Не делайте. Никто вас не заставляет. Я на истину не претендую. Сейчас я хочу... Тут были дожди, плюс рука болит. Вся моя работа по поводу культивации участка коту под хвост ушла. С момента культивации прошло на недели 2, может 3. Я уже не помню, даже когда я культивировал. Сейчас хочу еще раз пройтись с помощью советов. Переставить болты, во-первых, надо на сцепке, потому что регулировать так, как они сейчас стоят, невозможно. Она там почти не болтается. И переставлю лопатки культиватора в шахматном порядке, как советовали мне. Попробую на таком способе поработать, прокультивировать сегодня, и завтра уже, надеюсь, если с погодой все будет хорошо, высадить картошку. Будем стараться. Время идет, как сказал Андрюха, агроном, листики уже с 10-копеечную монету, они даже больше, то есть земля прогрета, все готово. Осталось только высадить картошку. Все условия соблюдены. Переставлю по одной лопатке вперед. Кстати, скажите, надо ли снимать обзор по поводу набора инструментов? Набор инструмент Force. У меня он уже 12 лет живет. Заинтересует ли кого-нибудь это? А то есть у меня товарищ,
молодой еще. Думал, что если купить любой из наборов, он будет жить и не тужить. Так и не произошло. Звонит он мне. Это уже давно было, года 3-4 назад. Вот купил там за 100 рублей, 3000 России. Красивенький, все блестит, все красота. А потом звонит, а скажи, Леха, говорит, ты когда ключ одеваешь на болт, у него на 19, и начинаешь откручивать, у тебя тоже ключ закручивается на болт? То есть дешевенький инструмент, это только на выставке. На выставке собак, так и инструменты. Этот набор стоит дорого. В свое время покупал я его на день рождения. На 30 лет себе купил. Говорю, да, говорю, так и должно быть. Ключи должны накручиваться на болты, на гайки. Это хороший показатель для инструмента за 100 рублей. 150 деталей у него, элементов, или сколько там, не помню. Здесь 141, по-моему. Ну, это с учетом ящика, наверное, может быть, этой поролона. Вообще по ней было много отдельных советов. Основной мне понравился, что надо делать свободный культиватор или борону, как хотите ее называть, в зависимости от того, что поставить, чтобы она болталась. По поводу того, что если ее свободно отпустить, она будет свободно ходить, если во всех плоскостях на обработанной земле, я соглашусь с этим. Как у меня, все же, как под лопатку дерн попал, все, он там и находится, и невозможно с этим работать. Мусор собирают, дерн собирают бороной, а культиватор культивирует почву. Потому да, надо ставить в шахматном порядке, чтобы он пропускал зерн. Подходил ко мне как-то сосед и говорит, а ты сцепку регулировал, чтобы сделать под наклоном? Вот у меня возник вопрос, может кто-то знает, надо ли в сцепке менять угол атаки, чтобы лопатки шли не прямо, а с небольшим заходом в сторону земли, 80-60 градусов. Потому что если взять культиватор на тракторе, у них такие загнутые прутья, и они, получается, что едут, и какие-то нагрузки они немного играют. Так, эти болты надо переставлять в обратную сторону, иначе регулировки невозможно производить. Гайки оставляем снаружи, чтобы не сорвать резьбу. Не забываем фиксировать шкворень. Это как у ребят. Выламывает шкворень этот, потом вот здесь. Так, дать свободный ход сцепки. Насколько свободный он должен быть? Попробую дам на максимум из доступного. Если до конца выворачивать, тогда упирается уже не болтом, а гайкой в болт крепления. Попробую поездить поперек, чтобы сорвать эти борозны, которые у меня до этого были. Ну и в процессе буду рассказывать, насколько стало лучше либо хуже. По первым ощущениям стало полегче. Главное не попадать уже на культивированную почву. А то я думаю, что у меня опять начало влево тянуться. Я смотрю, что потом обратил внимание, что лопатки выскакивают. Поперек плюнул, не буду нарезать. Слишком много разворотов, рука разболелась. Мне хоть бы это догонять и все. Земля, я думал, вообще будет мокрая. Мои дренажи отводят воду. Приятно, что удалось. Так что земля такая рыхленькая. Все, завтра фрезой и занимаемся посадкой картошки. Стало легче. Уже мотоблоком можно управлять. Если до этого приходилось очень много усилий оказывать на рычаги управления, сейчас как сцепка свободна, по горизонту болтается. Даже если культиватор начал заворачивать, то мотоблоком можно еще подрегулировать. Когда упрется, все равно, конечно, приходится упирать. Сейчас мне что-то его все время в левую сторону тянет. Влево-вправо отрегулировать надо. Рука подводит, конечно. Перестановка лопаты культиватора в шахматном порядке и освобождение сцепки дало положительный результат. Сейчас еще попробую отрегулировать, чтобы лопатки были под большим углом. Может, тоже как-нибудь повлияет. Если изменить угол атаки, то надо опускать, а то первые вообще не касаются земли лопатки. Также угол атаки я, конечно, слишком большой сделал. Ее сильно закрутило, надо все же обратную сторону.
В общем, сейчас небо и земля. Сцепка свободно плавает. Опустил ее ниже, стало почему-то легче. Сейчас еще попробую убрать колесико. Потому что хочется как бы чуть глубже, чтобы она культивировала. Колесико мешает. Ну, ради интереса поработаю с этим. Ну, вот так вот, с учетом советов зрителей. Да, стало легче, безусловно. Отрицать не буду ни на грамм. Отпустил сцепку на максимум. Даже гайки уже, получается, не в места упора стали упираться, а в крепление болтов. Это здорово. Дает возможность управлять мотоблоком. Неожиданно, не ожидал. Думал, наоборот, надо все жестко. Второй момент. Почему-то, когда опустил на первое соединение, на первое отверстие максимальной глубины, стало также легче работать. Проблема состояла еще в том, что когда ты на мелкой глубине работаешь, какая-то закапывается, какая-то сверху остается, опять же начинает выкручиваться. Само оно все равно не будет работать. Может быть, не в этом году. Ну, понятно, что не в этом. Может быть, через 3 года. Но вообще, конечно, доволен. Доволен своими дренажами, что они так отработали. Не ожидал. Я думал, у меня там сейчас приеду, у меня, как я рассказывал, как на батуте будешь прыгать. Нет, вообще отлично. Я даже не хотел в деревню ехать по той причине, что думаю, а что здесь делать? Рука болит, работать надо, зритель ждет, требует кто-то. Ну, как-то так. Так что работаем, продолжаем работать. Рука болит, но терпимо. Вообще думал, что сломал. Там такой хруст был. То ли в ушах у меня, то ли в плече. Боялся пошевелиться, потом кое-как встал, сел на ступеньки. Руку между колен зажал и назад потянул. Он опять захрустел, и я думал, все. Пока в шоке, думаю, пока не больно. Потом кое-как кисть работает. Ну, ладно, бог с ним. Но с переломами я уже также имею неплохой такой опыт. Ну, в итоге так и оказалось. Просто хороший такой ушиб. Сейчас на радостях с фрезой пройдусь. Это во втором ролике сниму. Но закончить видео. Читайте инструкцию, слушайте советов, делайте свои выводы. Думайте сами. Я за уважение к старшему поколению. Если человек до 70 дожил, значит, молодец. Младшее поколение, мое поколение должны уважать возраст. Уважают до тех пор, пока человек остается мудрым и с высокопрожитых лет дает какие-то дельные советы без хамства, без указаний, с чего вдруг кто-то будет мне указывать, либо кому-то другому. Ну, дожил ты до своих лет, живи дальше, радуйся жизни. Не надо пытаться там руководить, либо хамить тем или иным образом. Мне 70 лет, я жизнь прожил, только наработал, я в этом деле собаку съел. Ну, как бы съел и съел на здоровье, у каждого свои предпочтения.